Ты чё, курятника дефт приехал? Уйди. Ей! Курятник минус. Я молодец. Я молодец. Так, торпедные установки. Запустили торпеды в меня же? Что? Заряжаем пушку. Вот что сплэш животворящий делает, а? Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть Modern Warships. И сегодня у нас в гостях HMS Defender, он же D-36. Это корабль из нового Battle Pass, бесплатный. Получат его все, кто пройдет Battle Pass, а пройдут его, скорее всего, все. Ну или не только лишь все. Поэтому давайте-ка разберем, что это у нас такое есть. Ну и по старой традиции начнем мы с его ТТХ. ТТХ у нас следующий. Прочность 442. В принципе, стандарта для эсминца. Скорость 27,0. Ну, как бы, да, как всегда по документам. На самом деле он идет 25. Если вы закладываете поворот и какой-то момент его держите, скорость падает до 24 узлов. Маневренность 9,4. Все нормально у него с маневренностью. Да и со скоростью, в принципе, как для эсминца тоже. Радиус обзора 11,6, заметность с воздуха 4,4, заметность поверхности 4,04, заметность глубины 2,83, разведданные 4 секунды, малозаметность 5. Штраф при движении 7. Ну, некоторая малозаметность у него, конечно, присутствует, но это не чистый инвизер, на это рассчитывать не рекомендую. Переходим к вооружениям. У нас имеются аж целых самых три ракетных слота, 2 двойных и 3 залоченный. Начнем с залоченного. Storm Shadow МК-2. Ракета у нас залоченная, это понятно, да? Она имеет помехозащищенность, то есть она не отвод, подводный запуск нет. Зачем ей подводный запуск? Ну, то есть, если вас утопят, вы уже их не запустите. Хотя, в принципе, вы и эти не запустите, если вас утопят. Ну, ладно, в общем, это как-то, ну, как бы, в общем, наверное, да. Итак, урон 35 750. Ну, урон за залп нас интересует. То есть, отстреляв все, мы имеем 111 750, что, в принципе, неплохо для неотводимых ракет. Перезарядка 9,8, все плохо, ужас, кошмар и вообще, ой... Время захвата цели 2 секунды. Все плохо, ужас, кошмар. То же самое, что с перезарядкой. А вот урон по области у нас имеется в 1500. То есть все стандартные ракеты, включая Орешник, сбиваются этим самым сплэшем. Радиус, правда, небольшой, всего 133 метра, но если вовремя попасть, то может оно и сработать. Высота полета средняя, плохо. Лучше была бы высокая. Дальность 13 километров, вот это хорошо. Выстрелов за атаку 3. Скорость узлов 524, ну такое, начальная скорость 97, ну такое, время набора скорости 1,83, прочность 300, это вот, кстати, неплохой показатель. Боеприпасы 18 штук и штраф 40. Ну, что, как бы, вот такая вот она у него залоченная ракета. Дальше у нас идет 2 двойных свободных слота, в которые вы можете воткнуть все, что угодно, или все, что у вас есть, как бы выбирайте сами. Одна пушка стандарт, ничего нового. Один вертолет стандарт, ничего нового. А вот ССТД — это штука, которая на первый взгляд напоминает какую-то древнюю пушку. То ли бомбарду, то ли мортиру. Вот не хватает здесь бегающих пиратов, которые заталкивали бы в нее ядро или там фитиль бы подносили, чтобы она бабахнула с огромным клубом дыма. На самом деле это автопушка, которая работает по поверхности плюс подводной, то есть она стреляет во все. Ну, кроме летающего. То есть это надводные корабли, подводные лодки, в смысле, и торпеды. Стреляет она торпедами. Урон за залп у нас 40 тысяч. Перезарядка 4,9 долго. Урон по области имеется аж в целую самую 1000. И 233 радиус взрыва, что иногда помогает более хлипкие торпедки сбить или же сбить в залетающие с корабля ракеты. Тоже иногда помогает. Система автоматическая, как бы, то есть делать ничего не надо, она стреляет сама. Дальше у нас идет ПВО. У нас есть 1, 2, 3 двойных
свободных слота и один залоченный Aster 15 ED. В принципе, это довольно стандартная залоченная система. Все вот эти вот параметры, если сравнивать с другими кораблями, они плюс-минус средненькие и ничего особенного из себя не представляют. ПВО как ПВО, не сказать, что полный трэш, но и не сказать, что что-то сверхъестественное. Вот такой вот у нас корабль в техническом плане. Естественно, имеется слот под камуфляж, этот самый там флаг и декали. Так, дальше мы посмотрим, что у нас по расходникам. Набор ремонта стандарт, ловушки стандарт, резерв боеприпасов стандарт. А вот дополнительный расходник у него рэб, то есть дымов у нас нет. С этим надо считаться, потому что если вы смотрели разбор полетов по новому Battle Pass'у, то вы понимаете, что значимость дымов у нас в игре сейчас возросла. У этого корабля дымов, к сожалению, нет. Теперь предлагаю перейти в бои и посмотреть, как эта лоханка ведет себя там. А потом подведем итоги, сделаем какие-то выводы. Ну, в общем, все как обычно. Погнали! Поехали. Так, Нихарта, Массачусетс, Варяг, Зумвальд, 126 у нас Дефендер, Ушаков, Массачусетс, 039 и Бахи. Что-то Массачусетс прям много. Вертолет, беги! Не убежал. Зря. Лучше побежал. Ведь там летает ракета какая-то. Будет захват здесь вот 7,1 километра. И он пропал куда-то. Он что-то понял и стрельнул из пушки в ответ. Подло. Кто разрешил так делать? Так, что за Амазон еще такой? Ну да, конечно, захвата не будет. Естественно, камера низенькая. Захвата нет. Зачем он вообще нужен, этот ваш захват, да? Я так и подумал. Бум. Вот ракеты я точно не буду видеть, а ну. А вот он, нифига. Это называется сплэш. Чё? Вперед, вперед, от него надо уходить, ну нафиг. Сейчас опять выйдет и пытается очередной выдрис сделать. Выходим, все. Категорически с ними соглашаемся назад. Уже одноклеточный накидывает. Чего? Кого? Он там прицепился ко мне, к прессу. Отстань от пресса. Пресс не при делах вообще. Сейчас слово. Ракетки свои себе оставь. Вот, дальше побежал. Еще что-то прилетает. Интересно. Но невероятно, что у него дела плохи. Так, а у нас что? У нас здесь захватов нету, да? Захватов нету. А зачем действительно нам захваты? Что за ерунда такая? О. Эх, с пушки попал, наведясь через ракету. Забавно. 171 занес. Так, выкрутись. Так, это там вертолетом решил повоевать. Возразим. Ой! Что случилось? Так, где-то 126 ползает, вот там. И подлодка еще где-то ползает. С подлодкой мне воевать толком-то и нечем. Держи. Заряжаем пушку. Вот что сплэш животворящий делает, а? Вот почему я говорю, что нужен вам сплэш.
Вот типичный пример того, как вооружаются сейчас люди и как этому пытаться противостоять. Пушка со сплэшом, ракеты со сплэшом. Давайте посмотрим, сколько ракет я сбил. Ушаков раздал, но это Ушаков, как бы. У меня-то всего-навсего Defender. Так что не надо на меня так смотреть. Совсем даже не надо. Игроки, кстати, внятные. 50-й, 51-й, 50-й, 46-й, 43-й. Не 20-й. 93 ракеты. Но это же явно не ПВО отработало. Ну, вот почему нужен сплэш. Так, ну что можно сказать? Да, да, нет. В смысле, вторая линия. Все, вперед лезть нельзя. Вооружение не позволяют. Типичный ракетчик. Ракеты двойного назначения, ну, позволяют сбивать вертолеты. Ну, то же самое можно по самолетам, наверное, тоже отстреляться. Свои ракеты как бы неудобные, неудобные, и камера низкая. Вот так, если в двух словах. Но, в принципе, как бы играть можно, как бы от команды. В одного особо не поиграешь. Вот как-то примерно так. Экс. Прямо отсюда нам нужен засвет. Вот сюда. Так, Петрвики, Defender. Defender. Магами. Фиксерис. А у нас что? А у нас Грау. Виджая. Оп. Держи. Привет, Defender. Дефендеру привет от Дефендера. Залетит? Нет, не залетит. Жаль. Что это там такое у тебя? Это что это там у тебя такое, а? Ну-ка. Знавайся. Ты чем таким вооружился-то страшным, что мне аж страшно стало. Ну-ка. Влезай. Не хочет. Ну, у них там еще кто-то такой же. Бум. Не-а. В такое я не играю уж, извините. Брысь. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да японский ты стыд, пианино. Он не ракетчик, как бы. Его сплэшом-то не напугаешь. Что ты делаешь вообще? Эй! Ты что творишь? Кому говорю? Ты куда залез? Да что за атака такая? Он меня вообще не видит, не слышит. Просто ему плевать вообще на меня. Ну что ты будешь делать? Вроде корабль хороший. Так, не отводы пошли. Это зашло даже. Так, у него все на отводе, насколько я помню. Так что, если что, можно. Ну, Петр, все еще опасности. Бум. Сплэш что-то сбил и ПВО остальное дорезал. Даже отводить не пришлось. Ребят, что у вас там творится? У меня будет здесь прострел? Нет, не будет, скорее всего. Он где-то за островом стоит, я его не вижу. Так, этот с Петром 1 на 1 вылез с открытой воды воевать. Молодец. А ничего, что он крейсер, у него там ХП много, не? Вообще пофиг. Ну ладно. Так, это вы там должны добрать, двое в одного играют. Петра бы хотел бы очень вот засветить где-нибудь, вот так, чтобы он вот тут виден был бы. Нет, он куда-то опять уехал. Что ты будешь делать с ним? Ты вредный Петр у них. У меня вертолетов не осталось. Это я не вижу. Ну зачем ты стреляешь в остров из своих ПВО? Здесь, если я встану, он вылезет, и я такой хоп, вперед даю и за остров. Ах, много. На сяру!
Ну что, Петр, давай воевать, вылезай. Ну что вы там делаете, блин? Вы прикалываетесь? Одного вот этого вот чудика вы контрапупить не можете. Это же Дефендер. Ну, контрапупливается-то довольно легко. Вон Петр меня как пинает. Так, торпедные установки. Запустили торпеды в меня же? Что? Сейчас. Это мои же торпеды в меня же шли сейчас? Ну, чокнутая торпедная установка. Вообще во всех стреляет просто. Во все, что только может. Даже в себя. Ладно, поехали к Петру. Что делать с ним еще? Смотреть, что ли, на него? Договариваться надо как-то. Поехали. Беседовать. Для начала, конечно, от этого острова. Вот вертолетов не осталось, как бы. О, привет. О, решил ближний и торпедками своими. Не надо. Не, пушку я пока не буду сейчас пользоваться. Вот сейчас пушка. О, пушку что-то сбил. Я молодец. Вот они торпедки. А я знал. Поэтому от острова играю. Я знал. Я тебя предвидел. Ух ты ж, блин. Ага. Что такое? Сплэш, животворящий, опять же. Придержал пушку. Потом торпеды прочитал заранее. А островом закрылся, и нормально. И Петр не смог. Петр не смог. Ну, на неотводе, конечно, Петр был бы гораздо больше проблемой. Просто у него все отводимое. И как бы, ну, вот как-то так. Так. Ну, по бою. Ранний засвет, ранний отстрел. Очень странное поведение от Хиксереса, аж целого самого 50 уровня. И результат как бы, ну, на лицо. И вообще я не понял. Я в тупике. Defender у них крутился хорошо, там что-то в центре пытался сделать. Вопрос, какая у него была конфигурация, потому что, ну, я, по сути, делал то же самое, что и он. На своей позиции крутился. Но у меня ракеты спамовые, видимо, у него что-то другое, поэтому у меня урона получилось чуть-чуть больше, чем у него. И, кстати, у них еще один Defender был, который настучал даже больше меня. Хотя, может, этот Defender в центре крутился. Может быть, вот этот был, да. Ну, вот он, вот красавец. Может, ему даже лайк поставлю, как коллеги. Обычно я своим кому-нибудь ставлю, но, в принципе, так. Ну и, конечно, отряд. Да, не могу не отметить, хоть бы вообще не об этом, видео не об этом, но отряд. Отряд слился в полном составе, имея вот опыт игры, в принципе, серьезный. Даже больше, чем у меня. Вот в полном составе дружно слились. Вот командный дух превыше всего, ребят. Вот слиться всем, выиграть всем, никак иначе. Да. Ну и переходя к кораблю. Позиционка, как уже у ракетчика. У него руки длинные, он попадает все время. Это там артиллеристу, может быть, надо поближе подойти, особенно если он на гранатометах. А ракетчик, он чем дальше, тем он как бы и комфортнее себя чувствует. Ракеты-то все равно попадут самонаводящиеся. Вот, в принципе, и все. Вот позиционно встал, отстрелялся. Ракеты спамовые работают, сплэш работает. Все как надо. Сборка работает. Корабль, в принципе, свои функции кое-как выполняет. Поехали. Так, у них курятник. А у нас тоже есть курятник. Так, арта. Килбуксион, лидер, Русич, Нилгиря, Нанчанг. Так, я не вижу что-то самолетов или вертолетов. Я бы их позбивал. Вон что-то взлетело. Вот. Да твою-то дивизию. Так, где вы там? Эй! Залетаем в центр тогда. Центр будем занимать. Геогупсион решил использовать свою механику. Прикольно быть им. Да еханый ты налево. Ну почему камера такая корявая? Ну. Что-то куда-то кинул. Зайдете? Не зайдете. Это, видимо, я кинул во рту. Она разозлилась и кинула в ответ. Поэтому я, пожалуй, куда-нибудь отсюда уеду, ну его нафиг.
Захват цели? Какой цели? Стреляем, стреляем и стреляем. Да. Занимаем здесь тогда. А то они еще туда полезут, вот туда вот. Ну, где захват-то, ё-моё? Ой, это же курятник. Ты чё, курятника дефт приехал? Уйди. Ей! Курятник минус. Я молодец. Я молодец. Дикий спам, дикий спам, дикий спам. Катываемся. Что происходит? Что они харта вытворяют, я не пойму. Ладно. Черт бы с ней, поехали отсюда. Уезжаем, используем свою маневренность. Она же у меня есть, скорость, маневренность. Там вот это вот все. Я весь такой скоростной маневренный. Вот от этого бережка попробую кинуть. А он мне тоже может кинуть. У него камера хорошая, у гада. Хреново все с траекторией полета у Римок, конечно. Так, ты что там ползаешь? Ты там есть вообще? Нет, его там нет вообще, он сныкался тоже. Все попереныкались. Что будем делать? Ну ладно, попробуем тогда выйти сюда. Как вариант. Во-во-во, не надо никуда выходить, он там ползает, кто-то ползает. У меня тоже, кстати, есть не отвод, прикинь. Поздно чуть-чуть, надо было раньше. Дай. Зачем это было делать? Этого делать было не нужно. Влезай! Я с тобой не закончил, влезай! Надо тогда смело в его сторону орать, может испугается. Не станет меня бить тогда. Поехали тогда сюда. Так. Ну, что там его запинают? Нет. Стой. Видимо, придется самому. Ладно. Нафиг с пляжа. Next one, please. Да ты кто тут понастроил? Все, назад. Он что-то начнет через горку мне кидать. Зачем мне это? Хотя вроде как засвет пропал. Если пропал, то можно ехать. С биогупсионом воевать, что нет-то. Заряжаем пушку и ждем, когда он начнет ракеты свои выстреливать. Да, нет? Нет, его авик сейчас загонит в самое вот это вот самое. В самый маргарин его загонит. Авик, зачем? Мне и так неудобно, а ты еще тут мешаешь. А, ну арта, ладно, арта помогает. Давай! Хе-хе-хе, кажись, ракетки позбивал. Не, а эти я отведу. Да, вот надо сейчас привыкать к такой игре, ребят, потому что ракет будет много, так что привыкайте к расчету применения оружия со сплэшом. Потому что если попадете, то, соответственно, 66 ракет. Но это явно не ПВО сбило. Так, ставим арте, лайк. Молодец, арта. Не знаю, почему поставил вот римки, у меня противники все 20 и 30 уровни какие-то. Я не знаю, почему меня не кидает к высокоуровневым. Но, в принципе, ребята такие, не самые дурные, кроме одного, который зачем-то на меня выскочил и стоял, смотрел. Ну и курятник тоже как-то такой, не то чтобы. Хотя у нас тоже 32-й, не особо, они это даже повыше уровнем будет. Но мы агрессивнее сыграли, быстрее засветили и отработали, да, как бы мы-то понимаем уже, что важно забрать вражеский авик, это важный момент. Но и Буксион у них тоже не такой-то и простой. Он раздавал звездюлей. Лидер что-то вроде как понимал, что он делает, так что, ну, пускай будет бой. Как образцовый для корабля, да, то есть речь не о том, чего я делал, а речь о корабле. Ну и корабль на Римках тоже, в принципе, себя показывает неплохо. Римки лучше пробивают ПВО, но не имеют сплэша, поэтому нужно рассчитывать именно на пушку. В моем случае, да, то есть у меня пушка со сплэшом. Вот. И как бы так вот приходится ждать, когда какие-то ракетки начнут запускать, и тогда из пушки их как бы сбивать. Это сейчас один из вариантов, как отбиваться. Но, в принципе, корабль на Римках смотрится, ну, где-то хуже, где-то лучше. Но, в принципе, можно его и на Римках.
Да, хотя HQ-шки, конечно, на нем выглядят поинтереснее. У Римок траектория похуже. Но зато лучше проходят ПВО, пробивают. И прям вот залетает. Так что, в принципе, кораблик-то на вот таких позициях, играя от чего-то или от кого-то, в принципе, юзабелен и на рибках работает. Ну, в общем, бои как-то вот так выглядят на этой штуковине. И теперь давайте уже как-то что-то как-то вот разберемся. Что мы такие имеем с гуся? Чистейший ракетчик, ничего больше. Все, что о нем можно сказать. Ну и интересная вот эта вот штуковина. Интересная, не имбовая, а интересная. Да, во-первых, выглядит прикольно. Действительно, это как будто какие-то древние пушки. Просто стоят, вот, ну вот они просто стоят, у них ничего, ни проводов, ничего нету. Это просто какие-то две трубы. Как бы прям ждешь, что он бахнет из них прям ядрами, картечью, я не знаю, что это такое. Работает она, ну, плюс-минус, там, стреляет во все, вообще во все. В одном из боев, который вы сейчас смотрели, эта штука пыталась выстрелить в свой собственный корабль. Правда, торпедки на полпути что-то поняли, видимо, искусственный, да, интеллект нет, сработал, и они самоликвидировались. А то ведь и залепил бы сам в себя. Вообще чокнутые какие-то. Но механика мне нравится. Возможно, такие автопушки в дальнейшем появятся как отдельный модуль, их можно будет куда-то ставить. Ну или тому же пакету дадут возможность молотить и по надводным кораблям. Я не думаю, что от этого он станет какой-то лютой имбой там или что-то в этом духе. Далее. Ракетная составляющая. Storm Shadow, ну, такое, да. То есть нет, вот, хорошо. Летят далеко, хорошо. Перезарядка, ужас. Захват цели, ужас. Ну и проход ПВО тоже спорный. Хорошее ПВО они не очень-то проходят. Они неплохо выглядят вот как в пачке с остальными вместе, но сами по себе ничего особенного из себя не представляют. ПВО, ну, ПВО среднее. Да, то есть где-то 5 из 10 я бы поставил. Конечно, можно экспериментировать. Возможно, сюда можно поставить Талоса, да, потому что, опять же, Сплэш. Сплэш сейчас очень хорошая штука. Блин, я не могу спокойно смотреть, когда вот это вот, блин, я тебя мухи, где он? Я его потерял. Я потерял его. Вот он едет. Все, я сразу залипаю и могу час сидеть и разглядывать, как штуковина возит ящики. Может, ну и нафиг эту игру. Давайте вот будем смотреть, вот как эти штуки, ящики возят. А еще круче, может быть, дать возможность игрокам на них ездить. Он сейчас в воду упадет. А, нет, не упадет. Ладно, хорошо. Так, на чем я остановился-то? Ах, да, корабль. Мы же обзор на корабль делали. Точно, ё-моё. Так вот. В плане ПВО можно экспериментировать здесь. Можно ставить что-нибудь вот сюда. Потому что сюда и сюда вы, скорее всего, так и так поставите лазеры. А вот какую ракетную дополнительную схему вы тут влепите, я уже не знаю. Это уже нужны эксперименты. По поводу вертолета. Если у вас есть что-то, что бьет авиацию, ставьте. Если нет, ну, тогда не ставьте. Наверное, так. На нем неплохо может смотреться Speedhawk новый. Да, потому что Speedhawk очень быстрый. А эффективность вашего корабля, она ракетная. А ракетная эффективность, она в начале боя хорошо отрабатывает себя. В самом начале боя. То есть вы быстро полетели, быстро увидели и начали засыпать ракетами вашего оппонента. И это будет как бы срабатывать. Да, то есть если у вас он есть, ну, пробуйте. Пробуйте, экспериментируйте такую тактику. Если сработает, хорошо, не сработает, плохо. Далее пушка. Пушка вам нужна со сплэшом. Сплэш сейчас решает, в боях это было показано. Это все работает сейчас, потому что очень много будет сейчас ракетных гранатометов. Смиритесь с этим. Также сейчас будут эти вот ракеты всякие. Ну ладно, если мы говорим о Х-90, то Х-90, она далеко от вас будет запускаться. Да, в ближнем бою она как бы будет бесполезна в любом случае. Тут пушка как бы вам не особо поможет. Но вот от гранатометов, от всех этих, пушка может помочь. Сплэш может вполне себе снести маленькие ракетки, которые взлетают с корабля. Ну и что пихать сюда? Лично я для себя определил в базе, что HQ-26 работают на этом корабле, работают железно, без вопросов. Все. Работает эта сборка. Ее можно использовать. Но не факт,
что вам она понравится. Поэтому ставьте, что хотите, пробуйте, экспериментируйте. Лично я считаю, что на этом корабле нужны именно ракеты двойного назначения. То есть штили, HQ-шки, римки. То есть то, чем вы можете бахнуть по самолетам, так как самолеты вы своим ПВО никак не угомоните. И вертолета для этого тоже не хватает. Поэтому нужно что-то, чтобы долбать по самолетам. Я считаю, что нужно. Если вы рисковый человек и готовы влепить сюда что-то потяжелее, зная, что при этом самолеты вас сожрут, окей, ваш выбор. Что касаемо Х-90, отдельно скажу, эта платформа для них не годится. Вообще никак. Потому что ей нечем закрыть эти 3 километра, которые Х-90 не работает. То есть ближний радиус, ближе которых она не запускается. Если у вас здесь будут 2 Х-90, и противник подходит к вам на дистанцию меньше 3 километров, у вас остается только ваш Storm Shadow, одна пушка и вот эта вот забавная штуковина, которая просто есть, и хорошо, что она есть. Да, под Х-90 есть другие платформы. Тот же самый Петр, под нее хорошо заходит, как я уже и говорил. Сревиджая неплохо смотрится, потому что 3 километра она может закрыть гранатометами и пушкой. Здесь вам их закрыть нечем, поэтому сюда их лучше вообще не втыкать. По сути, здесь либо спам, да, а если спам, то, опять же, лучше ПВОшные ракеты брать, или же мы берем лазерки. Если вы умеете на них играть, вы там все знаете, шарите, тогда берите лазерки. И, в принципе, вся эффективность корабля, как я уже говорил, она на большой дистанции, во-первых. Если вы в укрытии, а противник на открытой воде, во-вторых. И начало боя, в-третьих. То есть в начальной фазе боя вы можете сделать быстрый засвет и заплевать ракетами там какого-нибудь авианосца, например. Быстренько его утопить, потому что ракеты самонаводящиеся, они мимо не летают. А ракеты с быстрой перезарядкой, те же самые HQ-шки, они плевать хотели на все эти там ловушки и тому подобное. Так, как играть против этой штуковины? Во-первых, не лезьте на открытую воду. Да? Старайтесь сделать так, чтобы он вылез на открытую воду, и тогда его долбайте. Если же он до последнего сидит где-то в укрытии, пытаясь через холмик вас закрывать ракетами, то выбивайте других. Когда он останется один, он ничего не сделает. Сам по себе он вообще ничего толком сделать не может. Далее он хорошо нерфится всем оружием со сплэшом. Это у нас пушки, гранатометы, ракеты. Так как он ракетчик, все, что с него взлетает, можно, соответственно, сбить. Сбить, нанося по нему удары оружием, имеющим урон по области. Это его контрит. И дымы. Если перед ним вставить дымы, у него остается только пушка. А с пушкой какая бы хорошая пушка ни была, если она у него одна, а у него она одна, то, соответственно, ничего он толком вам не сделает. Пуганет вас пару раз, там, поцарапает вам краску. Ничего, вам жалко, что ли? Пускай человек тоже немножко урона набьет. А вы в ответ, соответственно, заберете весь корабль. 10 секунд вам хватит для того, чтобы снести ему, половину, а то и 2/3 хп, после чего вы его просто доберете. Так что не лезем в открытую воду против него, особенно если он в укрытии. Не пытаемся воевать с ним на большой дистанции, если у вас особенно если у вас нет ракетного вооружения. И третье, дымы. Дымами спокойно его бьете. И сплэш, как четвертое можем добавить. Все, что со сплэшом, контрит его вооружение. Как-то вот так. Что, вот такой вот кораблик, да? Добавлю лично от себя. Я считаю, что вот это, да, вот эта машина, это, по сути, апнутая Ашигара. Да? То есть у нее просто забрали ненужные торпеды, воткнули сюда более интересную, как по мне, она более интересная система, потому что на нее отвлекаться не надо. Добавили ей в один слот залоченные ракеты, и все. И перераспределили ПВО. Это, по сути, Ашигара, какой она должна быть, потому что этот корабль, в принципе, играбелен. В отличие от той же самой Ашигары, он хорошо играбельный корабль. В нем вполне себе можно играть и что-то даже делать. Да, в каких-то задачах он будет проигрывать, там против подлодок у него большие проблемы, против торпед у него такое себе, там, это защита, но он играбелен как таковой.
да? А Шигара не играбельна. То есть Ашигара вот должна быть такой. Ну или Ашигару можно просто вывести из игры и вот эту штуку вместо нее оставить. Я так думаю. Но это уже как бы такое мое личное впечатление об этом кораблике, да, то есть я могу быть и неправ, я всегда и во всем могу быть неправ. Во-первых, имею право, а во-вторых, вот, не хотите, я вообще развлекательный контент делаю. Вот. Ну что, как-то вот так. Такой приз за Battle Pass вас ждет, к этому вы стремитесь. Если не понравится, как минимум продадите за арткоины. Так что в любом случае вещь вам пригодится. Проходите Battle Pass, забирайте корабль. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.